Добрый день! Сегодня хочу рассказать небольшую историю об одном предмете, который я нашел на местной барахолке в Бельгии. Буквально 2 недели назад я прогуливался по этому античному рынку, барахолке, и обратил внимание на один предмет, который лежал в стопке других предметов. Предмет этот тарелка. Почему я его взял в руки, почему он мне показался интересным? Ну, еще на столе я обратил внимание на ручную роспись. Роспись большая, красивая. Это не маленькие цветочки, разбросанные по периметру, а такой большой букет в центре. 4 небольших букетика по контуру. Форма тарелки мне показалась интересной. Золото нормального цвета, человеческого. Я взял ее в руки, посмотрел, покрутил, обратил внимание на глазурь, на сам предмет. Явно угадывалась в предмете старость. Этому предмету около 100 лет, это точно. Также еще обратил внимание на марку на обратной стороне. Марка была с двуглавым орлом и надписью на русском языке. Я в русском фарфоре не соображаю вообще ничего, я им никогда не интересовался, это мне была тема не очень интересна. И то, что мне попался в руки этот предмет, это больше случайность, чем закономерность. Все, что я знаю о русском фарфоре, старом имперском фарфоре, да, что был такой императорский завод, далее он назывался ЛФЗ, Ломоносова, завод имени Ломоносова. В общем-то и все. На этом все мои познания об этом заканчивались. И увидеть двуглавого орла на маркировке этого предмета, для меня это было новостью. В общем, 5 евро человек за тарелку просил, но мне показалась вещь сама по себе, даже без клейма, с такой росписью, достойна того, чтобы ею владеть. И за 5 евро это точно... 5 евро она точно стоит. Тарелки, которой больше 100 лет, даже если бы она не принадлежала к этой мануфактуре, а вообще просто просто красивый, приятный предмет, хорошо сделанный. За 5 евро дома такой держать, почему нет? И об этой тарелке я забыл на какое-то время. Она почти 2 недели у меня дома провалялась. Что-то я не придал ей особого значения. Позже выставил на продажу. В интернете попросил ChatGPT подобрать мне описание, заголовок к этому предмету. Приблизительно я прикинул, какая может быть цена этого предмета, исходя из художественной составляющей, из исторической. Не смотрел, не мониторил на других ресурсах, сколько такая вещь может стоить. Так, на мой взгляд, на мое усмотрение, мне показалось, что предмет такого уровня может стоить приблизительно этих денег. Оценил я тарелку в 110 евро. Продалась эта тарелка, на удивление, быстро. Уже на следующее утро человек у меня ее забрал. Сторговался, 10, по-моему, сторговал. То есть за 100 евро тарелка была продана. Мне показалось удивительно, что так быстро эта тарелка продалась. И также было удивительно и то, что очень много было просмотров и лайков под этим предметом, под этим лотом. Когда я эту тарелку упаковал и отправил, мне показалось интересным немножко углубиться в тему и покопать, что же это был за предмет, за такой. Может быть, на самом деле я немножечко прогадал с ценой, продешевил. В общем, мне стало интересно. Я копнул чуть глубже. Сейчас я поделюсь некоторыми интересными фактами, как мне показалось интересными. И в конце мы подведем итог, а пока небольшая историческая справка. Это видео придется заканчивать так, как я не планировал, потому что все мои приготовления и вся работа, которую я проделал, оказалась бесполезной.
Дело в том, что в Европе, а я живу в Европе, я живу в Бельгии, просто колоссальные штрафы за нарушение пользования интеллектуальной собственностью. И я не могу просто, как в том известном меме, я не могу просто взять и опубликовать у себя на канале в одном из своих видео изображение из каких-нибудь больших аукционных домов типа Sotheby's, Christie's. Причем я даже не уверен, что я могу брать фотографии из каких-нибудь маркетплейсов типа eBay, Etsy и так далее. Как бы не прилетело какого-нибудь страйка от этих компаний в том числе. Все, что я могу, это демонстрировать только контент, который принадлежит мне лично. Поэтому большинство из того, что я запланировал, я, к сожалению, показать не могу. Я хорошо раскопал историю этой мануфактуры, братьев Корниловых. Я немножко больше познакомился вообще со старым имперским фарфором. Был удивлен тем фактом, что этот фарфор очень востребован, он стоит дорого, его найти тяжело. И на тех же аукционах Sotheby's и Christie's я видел ценники с 5 нулями за лоты этой мануфактуры. И лоты эти не состояли из сотен предметов. Ну, предметы, 3-4 предмета на лот в среднем. Самый большой, который я видел, это лот из 10 тарелок. Вот он где-то около 30 тысяч фунтов стоил. Я видел лоты, где было и меньшее количество предметов, а цены были под 100 тысяч фунтов и выше. Поэтому тот вывод, который напрашивается, я к выводам сейчас подойду. В общем, я был удивлен, насколько, оказывается, стоит дорого старый имперский русский фарфор. И вообще, наверное, стоит подвести те самые выводы, о которых я начал. Первое – это фарфор. Фарфор стоит дорого, стоит дороже на родине. И ровно по этой причине этот предмет, который я нашел здесь, человек продал мне всего за 5 евро. И то есть он для него не представлял какой-то ценности, кто его производил, он не знал. И в принципе это ему было, я так понял, не особо интересно. Ну а если бы он был на родине найден, я думаю, наверняка продавец об этом бы знал. Вывод номер 2. Если вы не знаете производителя, то в любом случае нужно смотреть на сам предмет, на его качество. И изготовление, на роспись, на все, что определяет качество предмета. И только в последнюю очередь нужно смотреть на клеймо. В моем случае это была бесполезная информация, потому что производителя я не знал. Что-то подобное в Европе встречается с орлами. Встречаются клейма с орлами. Это в основном немецкие предметы. Восточная Европа, Польша, Венгрия, некоторые другие страны. По-моему, даже в Италии я видел такие клейма. Вот. Возможно, поэтому продавец не придал этому большого значения. Потому что большие игроки здесь — это Мейсон, которого все знают, Север, Херинд, не знаю, Хёшт, Турне, ну и еще там с десяток мануфактур, которые местные продавцы антиквариата знают хорошо. А вот этого вот они не знают. Вывод номер 3. Состояние имеет значение. Дело в том, что не весь фарфор, даже корниловский, будет стоить дорого по умолчанию. Просто потому, что это тарелка с клеймом братьев Корниловых. Дело в том, что если предмет в плачевном состоянии, это сильно влияет на его ценность, на его стоимость. Поэтому это тоже важно. И брать предмет дорого только потому, что на нем стоит марка этой мануфактуры, я думаю, не стоит. Как минимум нужно подумать, учесть этот нюанс. Еще, наверное, вывод важный. Не весь имперский фарфор стоит дорого. И дело здесь даже не только в состоянии, многое зависело еще и от мотива.
не все расписными были предметы, и использовалась и переводная печать. Некоторые предметы были и вовсе без рисунка. Поэтому, ну, это тоже надо учитывать. Если предмет нашли с клеймом, с этой маркой, означает, что вы сразу сказочно разбогатели. Можно приобрести предмет дороже его рыночной стоимости. Поэтому это тоже нужно учитывать. Кроме этих выводов, у меня больше скорее вопрос возник. Каким образом эта тарелка попала в Бельгию? Тут два варианта: либо она попала недавно, либо давно и, скорее всего, еще с первой волной иммиграции после революции в России. Я, наверное, на этом буду ставить сегодня точку. По этой тарелке больше мне сказать, добавить нечего, но сделаю небольшой анонс. Следующий предмет — это будет вот эта чашечка, которая перед вашими глазами, которая перед вами. Я эту чашечку получил недавно. Обошлась она мне, поскольку она мне обошлась, я вам скажу. И я эту чашечку выставил на торги на аукцион. Обо всех этих деталях я вам расскажу позже. На этом на сегодня все. Пока-пока.